Ого, как узко здесь. Продают разные открытки, сувениры. В этой дырочке. Все мокрые. Конечно, не такую прогулку мы себе представляли. Советую вам тоже слазить. Снимать ролик про Хошимин я особо не планировал, потому что это наша перевалочная база перед возвращением домой. Но все же я постараюсь здесь что-то снять интересное и вам показать в этом выпуске. Ну а сейчас по старой доброй привычке быстрый рум-тур. Остановились мы практически в историческом центре, недалеко от аэропорта, наверное, минут 20 ехали, который находится в самом центре города Хошимин. Вот так выглядит наш номер, столик, классический телевизор, хорошая такая кровать, интересный такой потолок с деревянными балками. И такая приличная ванна. Стоит он около 25 евро в сутки. Но вид здесь, так как в Хошимине нету моря, вид здесь, конечно, удручающий с окна. Посмотрите, просто вид на здания облупленные. Что здесь, что вот здесь. Надеюсь, в городе я увижу что-то красивое, что попадет в этот выпуск. Едем. Перед началом выпуска хотелось бы рассказать немного о городе Хошимин. Это крупнейший город Вьетнама и место, которое очень быстро дает понять, что здесь все живет на максимальной скорости. Еще совсем недавно город назывался Сайгон, и многие местные жители до сих пор продолжают использовать это название в обычной жизни. После войны Вьетнама город переименовали в честь Хошимина, но дух старого Сайгона здесь все равно никуда не исчез. С первого взгляда Хошимин может показаться хаотичным. Бесконечный поток байков и машин, плотное движение, шум, жара, люди, реклама, провода над улицами и ощущение, что город вообще никогда не останавливается. Но именно в этом и есть его атмосфера, которая, например, лично мне не нравится. Здесь живет больше 9 миллионов человек, а количество байков во всем городе уже давно перевалило за несколько миллионов. Иногда кажется, что правила дорожного движения здесь существуют скорее как рекомендация. Перейти дорогу первое время вообще отдельный квест. Стоишь, смотришь на этот поток и не понимаешь, как люди тут вообще выживают. С дрона особенно хорошо видно масштаб города Хошимин. Город тянется практически до горизонта. Современные небоскребы соседствуют со старыми кварталами. А рядом с дорогими районами могут находиться узкие переулки с уличной едой и пластмассовыми стульями прямо на тротуаре. Ночью Хошимин меняется еще сильнее. Включается подсветка, оживают бары, рынки, руфтопы и улицы, а поток людей как будто становится только больше. Центр города начинает светиться не хуже других азиатских мегаполисов, и в этот момент особенно чувствуется, насколько Хошимин отличается от более спокойных городов Вьетнама. Отдельная история – это, конечно же, район Буй Вен. Это самая известная туристическая улица Хошимина, которая ночью превращается практически в бесконечную дискотеку. Музыка орет из каждого бара, люди танцуют прямо на улице, вокруг толпы туристов, зазывалы, дешевый алкоголь и полный визуальный перегруз. Любителям потусить это место кажется веселым и атмосферным, а кому-то абсолютным хаосом. Но одно можно сказать точно – Буй Вен идеально показывает, насколько Хошимин шумный, живой и местами безумный город. При всем этом Хошимин – город контрастов. Здесь очень современный центр, дорогие машины и огромные бизнес-центры. Но буквально в нескольких улицах от них может быть совершенно другая реальность.
И именно за счет этого контраста город цепляет сильнее всего. Этот город не то место, которое пытается всем понравиться. Хошимин шумный, местами грязный, перегруженный и утомляющий, но одновременно с этим живой, настоящий и очень запоминающийся. И ближайшие дни нам предстоит исследовать его подробнее. Ну а сейчас мы идем смотреть зоопарк Сайгон. Помимо зоопарка у нас запланирована завтра прогулка по самому городу Хошимину, по центральной исторической части, посмотреть там интересные здания какие-то, да, что там чуть-чуть что-то подготовила. И, конечно же, обязательно хочу съездить в туннели Кучи. Чуть позже вам расскажу, что такое, может кто-то уже знает, что это. Это на тему войны вьетнамской против США. Там будет туннели рассказывать, как они прятались и так далее, но это вы чуть позже увидите. На следующий день мы отправились в городской зоопарк Хошимина. И это, кстати, одно из самых старых подобных мест во всей Азии. Его открыли еще в 19 веке, во время французской колонизации. И изначально это был не просто зоопарк, а еще и ботанический сад. Сейчас это огромная зеленая территория прямо посреди шумного Хошимина. После трафика, жары и бесконечного движения города здесь ощущается совсем другая атмосфера. Много деревьев, тени и чуть более спокойный ритм. Внутри этого зоопарка можно увидеть самых различных животных: слонов, жирафов, тигров, крокодилов, обезьян и большое количество птиц. При этом сам парк выглядит довольно старым и местами даже немного ретро, что добавляет ему своего особенного вайба. Местные жители часто приходят сюда просто погулять и спрятаться от городской суеты. И не только ради животных. И в целом место действительно ощущается больше как городской парк, чем как классический современный зоопарк. Ну а мы, честно говоря, уже были довольно уставшие после перелета и сильной жары в городе. Поэтому на этом прогулка по Хошимину на сегодня для нас была завершена. Сегодня мы решили не отсиживаться в отеле, хотя на улице очень жарко. Вчера аж у нас случился небольшой такой тепловой удар, я еле до отеля дополз. Не знаю, очень душно что-то было. А сегодня мы решили сделать такую культурную программу по центру Хошимина, посмотреть культурные места. Здесь именно в центре все сконцентрировано, несколько объектов. И первый объект, куда мы пришли, он находится прям сзади меня, называется Independence Palace. Это дворец независимости. Заплатили, надо было покупать билет на кассе, там копейки, тоже стоило около 2 евро. Сейчас посмотрим, что вообще там есть, что за экспозиция, что интересного и так далее. Поехали! Дальше мы отправились во дворец независимости в Хошимине, одно из самых важных исторических мест во Вьетнаме. Раньше он был известен как президентский дворец Южного Вьетнама, и именно отсюда управляли страной до конца Вьетнамской войны. Интересный момент, именно сюда в 1975 году въехал северо-вьетнамский танк, что фактически ознаменовало завершение войны и падение Сайгона. С тех пор здания почти не перестраивали, и внутри все сохранилось в стиле того времени. Внутри можно увидеть залы для переговоров, рабочие кабинеты, комнаты для приемов и даже подземный бункер с системой связи и картами операций. Все это хорошо передает атмосферу того периода и устройство власти того времени. Снаружи на территории дворца выставлены несколько военных экспонатов, танки и техника, которые также участвовали в тех событиях. Они стоят прямо во дворе, как напоминание о военной истории этого места. Ну а сегодня это не просто здание, а музей, который показывает один из ключевых моментов истории Вьетнама. Следующая локация, куда мы отправились после посещения Дворца Независимости, это War Museum, музей войны. Здесь также много экспонатов за трофейной техники.
Как только что я снимал истребитель, здесь стоит самолет типа кукурузника. И одно интересное мне здесь экспонат понравился, это грузовой вот этот военный самолет. Ой, самолет, говорю, вертолет. Двухпропеллерный. Выглядит, конечно, он очень громоздко. Интересно, я ни разу еще вживую такие не видел. Также здесь стоит много разных танков, разминирующих машин, пушек разных, артиллерии. Но по сравнению в том месте, где мы были в Дананге, здесь нельзя залазить ни на один экспонат, но это менее интересно, конечно, потому что там я смог залазить и в танки, на танки полазить, рассмотреть более детально. Я увидел еще здесь на выставке два интересных экспоната. Такой бомбер небольшой американский, он вообще маленький. Но, как я понимаю, скидывал бомбы. Вот здесь еще есть огромный самолет. Я не знаю, что это за самолет. Надо сейчас пойти почитать. На вид он очень огромный, но тоже, наверное, какой-то бомбардировщик. И еще вертолет он американский. Только что я прочитал, это тоже был огромный бомбардировщик, он там и фосфорные снаряды, и напалм кидал и так далее. И вот еще интересно, здесь вертолет стоит с машин-ган оставшийся, это как он называется, я не знаю, вот эта пушка, которая крутится, стреляет. В одной комнате я удивился, здесь стоит гильотина, написано французами, была завезена во Вьетнам, и они ее использовали для инквизиции настоящей. Я ни разу, кстати, не видел настоящую гильотину. Вот сюда голову, как вы понимаете, сували. Там ручка есть сбоку нажимать. И отваливалась голова сюда. Да, вот даже Маша поняла, для чего это. Но она немного в ужасе от такой информации. А вот еще интересное место. Показывают, такая клетка с колючками была. Туда 2-3 человек сували, которых в плен взяли. Вот даже фото есть, фотка. И держали так в клетке, мучили. В общем, в этом отделе музея показывают все ужасы войны, как пытали людей. Вот показывают здесь на эту решетку головой или телом. Заставляли пленных стоять, чтобы у них раны шли. И вот еще одно интересное место, называлось солнечные бани. Заставляли на жаре, закрывали под открытым солнцем или под проливным дождем, оставляли пленных. Дальше мы решили посмотреть экспозицию, которая показывает последствия войны максимально жестко и без попыток что-то сгладить. Отдельная часть экспозиции посвящена химическому оружию, которое американская армия массово использовала во время конфликта. Речь идет о веществе Agent Orange, токсическом химикате, который выжигал джунгли вместе со всем живым. Последствия этого оказались просто катастрофическими. Тысячи людей получили тяжелые заболевания, ожоги и поражения внутренних органов. Но самое страшное началось позже. Через годы стали рождаться дети с тяжелыми врожденными патологиями и мутациями. И проблема затронула не одно поколение. На некоторых фотографиях и кадрах показаны реальные люди и семьи, которые до сих пор живут с последствиями той войны. И когда видишь это не в учебнике, а на вживую на снимках и документах, все воспринимается совершенно иначе. Смотреть такие экспозиции нам было очень тяжело, но именно они дают понять, насколько разрушительными бывают последствия войны далеко за пределами самых боевых действий. Покидаем этот музей войны, очень крутой музей, мне очень понравился, там очень много информации про зверство войны все и так далее. Было интересно и очень тяжело на душе, но рекомендую обязательно к посещению, если будете в Хошимине. Ну а мы двигаемся дальше,
И сейчас мы едем на известный главпочтамт Хошимима. Находится здесь недалеко, даже меньше километра до него идти. Сейчас мы окажемся прямо там. Мы добрались до главного главпочтамта Сайгона, Хошимима. Вот так он выглядит красиво. Кстати, здесь на заднем плане находится Нотр-Дам-де-Сайгон. Но он сейчас на полной реконструкции, такой храм французской, наверное, колонии. Ну а мы направляемся на главпочтамт, потому что Даша там хочет отослать какие-то открытки. К большому сожалению, ворота уже закрылись, и нас вот этот мистер не пускает, говорит, в 5 часов закрывается почта, так что открытки мы пока не отправим. Блин, а жалко, так красиво все выглядит, старинно, такой потолок высокий, я бы хотел туда зайти посмотреть, но, увы, не в этот раз. Перед тем, как еще отправиться покататься на водном такси, здесь на таких лодочках, которые ходят по каналу Хошимима, мы решили здесь быстренько забежать, посмотреть одну китайскую пагоду. На Google Maps посмотрели хорошие оценки, там сейчас все увидим сами. Дальше мы отправились в пагоду Жад Имперор Пагода, одно из самых известных и атмосферных религиозных мест в Хошимине. Построили ее еще в начале 20 века, и внутри все выглядит довольно необычно. Темные помещения, густой дым от благовоний, старые деревянные элементы и десятки статуй и алтарей. Пагода посвящена Нефритовому императору, одному из главных божеств в китайской мифологии. Местные приходят сюда молиться о здоровье, удаче и семейном благополучии. Интересный факт, что место стало еще популярнее после визита сюда Барака Обамы в 2016 году. После этого поток туристов сюда заметно вырос. Правда, внутри снимать нельзя, но место действительно ощущается совсем иначе по сравнению с современным шумным Хошимином. Друзья, мы подошли уже к нашему порту, где мы должны сейчас отплывать на такси. Но начался самый настоящий тропический ливень. Посмотрите, жесть какая. Даже небо не видно, ничего не видно. Просто черни. Я даже не представляю, как мы дойдем вот до этой станции сейчас сюда, не промокнув полностью. Добежали мы до нашего кораблика, все мокрые. Конечно, не такую прогулку мы себе представляли на кораблике. Идет сумасшедший ливень. Но надеюсь, что-то будет видно. Хотя бы ночные огни города мы увидим. А кораблик такой неплохой здесь. Сиденье, люди сидят, телевизор какой-то. А, да, сиденье из пластика. Ну, всего полчасика кататься нормально, терпимо. Ну а ближе к вечеру мы решили посмотреть на ночной Хошимин с воды и отправились кататься на катере по реке Сайгон. И даже несмотря на дождь, город выглядел максимально эффектно. С воды особенно хорошо видно, насколько Хошимин современный и контрастный город. Небоскребы, подсветка и постоянное движение вокруг. Ночью центр города уже больше напоминает какой-нибудь мегаполис, вроде Бангкока или Гонконга, чем привычный Вьетнам. Главное внимание сразу притягивает самое высокое здание города. Это башня Landmark 81. Ее высота больше 460 метров, и сейчас это самое высокое здание не только во Вьетнаме, но и одно из самых высоких во всей Азии. Ночью башня подсвечивается и выделяется практически из любой точки города. В целом именно с воды Хошимин ощущается совсем по-другому, более современным, дорогим и масштабным, особенно когда вокруг дождь, огни и весь город отражается прямо на поверхности реки. Настал новый день нашего пребывания в Хошимине, и мы задались вопросом, что же делать теперь в этом огромном городе. Так как я люблю море, а здесь оно достаточно далеко, мы посмотрели, чтобы добраться до моря, там есть 3 варианта. Надо брать или такси, или есть водное такси, или автобус. И каждый из этих вариантов, там надо около 2 часов в одну сторону добираться,
И достаточно дорого, потому что там на водном такси, которое самое быстрое, час 45 идет, надо $30 человека туда-назад платить. И как-то тратить 4 часа на дорогу, чтобы один день поплескаться на пляже, как-то очень грустно. Но мы нашли решение, мы открыли Google Maps и случайным образом нашли здесь аквапарк, который находится всего в 20 километрах от столицы этой южной. И мы сейчас направляемся прямо туда. Но перед тем, как ехать в сам аквапарк, мы решили сначала вернуться в почту, которая вчера была закрыта, когда мы подъехали, так как Даша еще не отправила свои открыточки. Сейчас она зайдет и отправит свои красивейшие открыточки своим близким. Внутри очень много шума и очень много туристов. Такого прям интересного ничего нет. Продают разные открытки, сувениры. А здесь справа находятся сами эти, как это, кассы, в которых можно отправить открыточку в любой конец мира, чем мы сейчас и займемся. Купили мы марочки такие красивые, дай посмотреть, что на них нарисовано. Пионер какой-то. Пионер вожатый. Мир Трудмай. Держи, будешь давать. А здесь что? А, здесь здание, по-моему. А, нет, какая-то пагода. А на третьей что нарисовано? Просто Вьетнам написано. А для чего это? Сейчас Даша будет наклеивать и отсылать все эти красивые карточки вот эти. Ну все, открыточки отосланы. Надеюсь, там через месяц они дойдут до Бельгии, до России. Ну а мы едем дальше. Спустя час поездки на такси мы наконец добрались до этого парка. На данный момент, кроме работников парка, мы не увидели ни одного человека, ни одного посетителя. Купили билеты. Билеты стоили на всех около 60, наверное, евро. На 4. Цена очень хорошая, достойная. Нас встретила такая маленькая машинка электрическая, и нас куда-то везут, наверное, на вход в этот аквапарк. По описанию в интернете было написано, что этот парк новый, построили его совсем недавно, по-моему, если не ошибаюсь, года 3 всего назад. Сейчас отсканировали билетики и входим в парк. Сейчас на самом входе людей пока никого не видим. Несколько вон там человек ходит, как будто в Северной Корее оказались. Все, мы переоделись в раздевалочках, все готовы купаться. И мы начинаем изучать парк. Карта вот здесь расположена, но ничего пока не понятно. Ну, очень интересно. Походу мы здесь, где синяя, вот он весь парк длится. Туда, туда, туда. Все, что будем обходить, смотреть. Сейчас направляемся к первой горке. Слышу, здесь люди кричат. Значит, должно быть весело. Такое жерло огромное. Думаю, будет интересный экстремальный спуск здесь. Все как мне нравится. Поехали! Мы сразу решили начать с этой жесткой горки, то что удобно. Здесь 4 места, но Даша куда-то пропала, наверное, испугалась. Ну а мы прокатимся втроем. Она боится. Ну что, поехали! Сейчас будет падение. Мы решили прокатиться на новой горке. Маша, ты готова? Поехали! В этот раз я буду ехать спиной. Жопу подними. Жестко. Мы продолжаем изучение этого парка, аквапарка. Здесь играют люди в волейбол, песочек так насыпан, как будто на пляже оказались. А вот здесь огромный бассейн по типу в Тенерифе, он такой есть.
Здесь, наверное, волны запускают большие, но пока их нет, сейчас я узнаю, через сколько времени их запустят. Думаю, будет круто. Идем дальше, изучаем парк. Нашли здесь огромный тоже комплекс горок. Здесь круги надо брать, наверное, разные круги на разные горки. А здесь какая-то дискотека, водная дискотека. Мы поехали с Машей. Ю-ху! Классный аквапарк, друзья, на данный момент. Мне все нравится. В чем кайф, то что нет вообще очередей на горках. Это очень приятно, потому что когда ходите там какие-то европейские парки, да и в других странах, надо иногда 15, 20, 30 минут стоять, ждать очередь, это просто жесть. А здесь зашел, взял круг, спустился по горке и сразу можешь подняться обратно, купаться. Это кайф. Аквапарк The Amazing Bay по масштабу реально впечатляет. Это огромная территория, десятки водных аттракционов, гигантские бассейны, искусственный пляж с волнами и куча разных зон по всему парку. Здесь есть все. Спокойные семейные горки, длинные спуски на ватрушках и более экстремальные аттракционы, где тебя просто отправляют вниз почти под прямым углом. Но самое приятное, людей здесь оказалось не так много, как мы ожидали. Нет огромных очередей и постоянной толпы, поэтому можно спокойно кататься, отдыхать и не тратить полдня в ожидании одного спуска. В целом парк выглядит очень современно и местами больше напоминает полноценный курорт, чем обычный аквапарк. А в жару Хошимина такой формат отдыха вообще заходит идеально. Все, друзья, классно, мы наплавались, накатались на горках, очень крутой аквапарк, мне понравился. Самое главное, огромный плюс, я уже повторюсь, нет очередей. Это просто прекрасно. И еда, кстати, вкусная, недорогая. Ну а мы возвращаемся сейчас в отель, будем уже отдыхать. Друзья, сегодня последний день нашего пребывания в Вьетнаме и в городе Хошимин. Это окончание этой прекрасной поездки. И чтобы красиво ее закончить, мы решили сегодня поехать в известные туннели Ку Чи, которые находятся в 50 километров от Хошимина, почти на границе с Камбоджей. Чем известны эти туннели Ку Чи? Ну, в первую очередь, история такая, что жили, не тужили крестьяне здесь, в этой местности. Выращивали рис, разные овощи, и тут пришли американские захватчики. Ну и крестьяне, недолго думая, вооружились лопатами, вилами и нарыли 200 километров туннелей подземных, аж до глубины 10 метров, чтобы вести партизанскую войну против захватчиков, попутно вооружаясь американскими трофеями, которые они снимали с убитых солдат. Вот такая предыстория этого места небольшая. Чтобы сюда добраться, в эти туннели Ку Чи, существует много экскурсий организованных, которые продают в самом Хошимине и других городах. Но мы решили взять такси, я договорился с одним таксистом на улице, он согласился всего за 800 тысяч туда-назад нас отвезти, плюс подождать на месте, пока мы все этот комплекс будем смотреть. Считаю, это очень удобно, не надо вот это с толпой 50 человек ездить, это по всем отелям разъезжать. Ну а мы направляемся внутрь, будем сейчас все это изучать, смотреть, и я попутно буду комментировать и рассказывать о всем этом. Кстати, билеты, друзья, стоят сюда 125 тысяч, это включает в себя гида и сам вход, что составляет около 5 евро, чуть меньше 5 евро. Сразу на входе мы видим разную артиллерию предоставленную, сбитый вертолет сгоревший американский, как и в других музеях, и такой огромный самолет, я не знаю, что это за самолет, но грузовой военный. Интересно такой. Интересно, можно в него залазить или нет, надо спросить. И здесь сгоревший тоже он танк стоит тех времен.
оставили не реставрированный. Мы находимся на входе в зону этих знаменитых туннелей здесь, но нам на входе охранник сказал, нам, как иностранцам, самим идти нельзя. Сейчас придет гид и на английском будет нам рассказывать, показывать все через 5 минут. As you can see on the map, the different like colors. They use red area at the time back then. It's called the Liberating После просмотра видео он нам рассказал, что вот эта карта, здесь находятся ключи, красная зона. Это было, где местные жители жили и рыли туннели. Вот эти черные все линии, это 200 километров туннеля. Они вылазили в каждой точке и атаковали. Вот эти синие, это были французские и американские базы. Вот, черные туннели. С другой стороны, намного интереснее, потому что здесь показывают в разрезе, как строились туннели. Он сказал, первый этаж это было 3 метра. Здесь лечили раненых, готовили еду. И чтобы здесь показано, чтобы дым наверху не показывал, где находятся туннели, существовало несколько уровней фильтрации. Здесь оставался дым и не выходил на поверхность. Дальше второй этаж был, где люди добывали воду, а также вылазили на поверхность, чтобы атаковать врага. И самый нижний этаж, он находился до 10-12 метров. Здесь также стояли ловушки, потому что некоторые американские солдаты пытались пролезть в эти туннели, но они были очень узкие для них, потому что азиаты сами маленькие, а американские солдаты не могли пролезть. Но в тех ситуациях, когда они пролезали, их ждали здесь опасные ловушки, их ждали здесь, в которых они умирали. А это был еще секретный вход у них на самом нижнем этаже. Если солдаты просочились в их туннель, они могли через реку сразу выплыть и убежать. Ну а сейчас гид сказал нам следовать за ним. Он будет нам показывать, как выглядят все эти туннели. И возможно мы даже залезем в один или несколько из них. Интересно. Все, мы начинаем спускаться в какой-то первый туннель, такой интересный. Он сказал, здесь войдем, а в другом месте где-то выйдем. Он говорит, аккуратнее, если у вас клаустрофобия, лучше не лезьте. Сейчас посмотрим. Миро лезет в туннеле. Следующая маман идет. Давай, лезь. Все, выходим мы. Ну да, там клаустрофобия жесткая. А, вылезли в другом месте. Показывает это вентиляционная дырка. Вентиляция. Inside is a long and hollow bamboo tube, right? As I told you, the Типа urine. бамбук в эти The top дырочки was covered вставляются with и permanent так mound. It's подышали hard for солдаты. the GI, US fire coming to attack. You see the mound right here and the gap, the hole right here. What is it for? Entry. Entry. Показывает дырка здесь. Стрелять, наверное, отсюда. Сейчас он расскажет. Yeah, shooting, yes. This is like a foxhole. Стрелять, да. Ambush. There's a small hideout right here, which is called the fighting bunker. How to get inside, access this room. There's some secret ways around. I'll show you one of them. And from that entry, you can go inside. England to Vietnam. Сейчас я вам покажу, как они залазили внутрь. Ого, как узко здесь. Меня ели. Я худой. 10 meters to get to the exit is up there. Next one. Блин. Ну вот, а песня такая про цирк. Кто-то еще лезет в эту дырку. Пацан какой-то. А я пойду дальше по туннелям. Жесть. Здесь просто жесть. А, это дышать или отстреливаться, что ли? А, вот, да, отстреливались от солдат. Бункер. О, Даша, я тебя вижу. Я вижу Дашу. Привет! Привет! Вот в этой дырочке. Take up your... Ну и как ощущения? Вылазь.
О, интересно очень. Советую вам тоже слазить. Не страшно там? Да. Страшно? Там слишком узко или нет? Там узко, во-первых, Страшно? но интересно. Не страшно, чуть здесь тяжело залазить. А там застрять можно? Толстому, да. Я высокий еще. Дальше наш гид начал показывать ловушки, которые использовали против американских солдат во время войны. Замаскированные ямы с колями и скрытые механизмы выглядели довольно жестко. Рядом сохранились и части разрушенных туннелей, которые американская армия годами пыталась уничтожить бомбардировками, но полностью сделать это так и не смогла. Ну а затем нас повели уже в новый туннель. Людям с клаустрофобией сюда лучше не лезть. Проходы очень узкие, местами приходится идти буквально согнувшись. Внутри нам показали подземный госпиталь и командный пункт. И самое удивительное, что в таких условиях люди жили и координировали операции прямо под землей во время войны. Мы с Машей и Миро сейчас проползли сложный туннель. 30-50 метров он был, посмотрите на мою голову, весь мокрый, как будто душ принял. Майка мокрая, просто жесть, очень сложно, и дышать нечем там. Здесь нам гид интересный момент рассказал. Сказал, что сандали одевали обратной стороной, они специально, вьетнамцы военные, чтобы запутывать следы, как будто человек обратно шел. Мы пришли на такую кухоньку, он дал нам попробовать маньё, это вот такой корень. Говорит, макать соль надо. Сейчас попробуем. С чем это? Похоже на какую-то картошку вареную. Да? На что похоже, скажи? Картошка. Дурьян. Все, заканчивается наша экскурсия. Уже экскурсовод, наш гид, попрощался с нами, сказал, идите вон туда, на выход. Здесь мы еще раз увидели ловушки, какие они были. Как туда попадали американские солдаты, здесь анимация. Наступал ногой и все, прокалывалась нога, потом гноилась. И все, и он списан был. Но я приехал сюда не только посмотреть туннели, а еще я хочу пострелять с оружия, потому что я прочитал на интернете, здесь есть в Кучи небольшой полигончик, где можно купить патроны и пострелять с АК-47, М16, винтовки и так далее. И сейчас мы направляемся прямо туда. А пока подкрепляемся химией красной и вперед. Друзья, мы подходим на полигон, и вот здесь стоит меню патронов. Кстати, одна из фишек, не забудьте взять с собой наличку, потому что карты здесь не принимают, только наличкой. И я вот решаю, с чего стрелять. Наверное, буду стрелять с АК-47. Одна пуля, короче, 2 евро стоит. Пулемет, здесь М16, есть пистолет. И разные старинные пулеметы тоже, и карабин даже есть. Но я, наверное, буду с АК стрелять. Сейчас проверим. Ты будешь с этим стрелять. Нет, это мама будет с этим Нет, стрелять. ты с этим. А ты с каком покажи? Вот второй автомат. Да-да? Да. Так, друзья, немного я обломался, потому что из всего этого меню они сказали, только есть вот этот пулемет, АК-47 и пистолет. Со всего другого оружия стрелять нельзя. И еще нельзя брать единичные патроны, потому что я хотел по 2 с каждого пострелять. Он сказал, минимум надо 10 покупать патронов на каждое оружие. В итоге я купил на пистолет 10 патронов и 10 патронов на АК-47. Даша тоже хочет пострелять с Миро. Он спросил, если Миро есть 18. Я сказал, есть. Хотя ему 12. Но мы никому не скажем. Нет. Мы стоим и ждем своей очереди.
Все, друзья, мы постреляли, 40 евро улетело за пару минут, в трубу улетело. Ну а мы потихоньку будем выдвигаться домой. Друзья, на этом наше путешествие по Хошимину подходит к концу. Город получился очень контрастным, шумным, хаотичным, местами тяжелым, но при этом по-своему невероятно живым и запоминающимся. Ну а наше большое путешествие по Вьетнаму на этом официально заканчивается. За это время мы увидели совершенно разный Вьетнам. Современные мегаполисы, тихие города, древние храмы, горы, острова, джунгли и места, связанные с очень тяжелой историей страны. И если честно, это путешествие получилось намного насыщеннее и интереснее, чем мы ожидали. Вьетнам оказался страной, которая постоянно меняется, удивляет и не дает заскучать ни на секунду. Спасибо всем, кто смотрел выпуски, поддерживал канал и путешествовал вместе с нами. Увидимся уже в новых странах и новых приключениях. Пока!